Всем привет! Мы продолжаем изучать программу MotorData OBD. По статистике, собранной разработчиками программы, одной из самых частых ошибок является ошибка по датчику положения дроссельной заслонки или по датчику положения педали газа. Говорить будем о заслонках бензиновых двигателей на примере автомобиля Mitsubishi Outlander XL 2008 года выпуска. На автомобилях с механическим приводом дроссельной заслонки выход из строя датчика к проблемам не приводил, просто блок управления не учитывал его показания. Когда у заслонки электронное управление, датчики важны. При поломке хотя бы одного датчика блок управления попросту не знает, в какое положение приводить заслонку. Поэтому чаще всего при ошибке по датчику блок управления переводит мотор в аварийный режим, держит какие-то обороты, лишь бы мотор не заглох и дал хоть как-то доехать до сервиса. Дроссельная заслонка расположена на впуске и на бензиновых двигателях регулирует количество воздуха, поступающего в мотор. Для подключения к автомобилю создадим его профиль. Программа MotorData OBD просит нас ввести стандартный набор информации. Год выпуска, марку, модель, протокол заводской или OBD2, объем двигателя, тип топлива, тип трансмиссии и тип привода. После создания профиля подключаемся к автомобилю. После подключения выбираем блок управления двигателем. Идем в раздел «Параметры». Там нажимаем кнопку «Настроить список параметров». Из всех предлагаемых нам нужны 5. Это основное и дополнительное положение дроссельной заслонки, основное и дополнительное положение педали газа, а также заданное положение дроссельной заслонки. Для наглядности выведем показания датчика педали акселератора в графическом виде. Желтая линия — это основной датчик, а зеленая — дополнительный. Видно, что в любой момент времени, независимо от того, насколько нажата педаль, показания основного датчика ровно в 2 раза больше, чем показания дополнительного. А датчик специально калибруется таким образом. Таким же образом выведем на экран показания датчика положения дроссельной заслонки. Видно, что показания основного и дополнительного датчика тоже отличаются, однако в этом случае принцип немного другой. Показания основного и дополнительного датчика, если их сложить, образуют максимальное значение 5 вольт. При максимальном нажатии показания одного датчика растут до максимума, а показания второго падают до минимума. И наоборот. Это наглядно видно, если несколько раз нажать и отпустить педаль газа. Чтобы продемонстрировать, как это выглядит, отключим разъем дроссельной заслонки. При снятом разъеме дроссельной заслонки двигатель работает неравномерно. Это можно определить даже на слух. На педаль газа, как ни странно, мотор реагирует, однако даже при максимальном нажатии не развивает обороты выше 2500. Это видно также по показаниям параметров через программу MotorData. Увеличение оборотов достигается исключительно увеличением длительности впрыска, поскольку привод заслонки также отключен. Он находится на том же разъеме. Теперь перейдем в режим чтения ошибок и подключимся к блоку управления двигателем. Видно, что он зафиксировал 2 ошибки. Одну по датчику положения А, другую по датчику положения Б. Здесь расшифровка приведена неоднозначная, то ли дроссельной заслонки, то ли педали датчик положения. Это уже нужно смотреть в зависимости от конкретной модели автомобиля. В данном случае мы знаем, что это ошибка именно по заслонке, поэтому гадать не нужно.
На практике редко бывает так, что отказывают оба датчика. Ошибка, как правило, присутствует только по одному из них. Тем не менее, отдельно их не бывает. Менять, как правило, приходится узел целиком, будь то педаль газа или дроссельная заслонка в сборе. Поскольку эксперимент мы завершили, разъем заслонки мы подключили обратно, и ошибки теперь можно удалить. Для этого нажимаем кнопку «Очистить», соглашаемся с предупреждением о том, что мотор должен быть заглушен, и стираем ошибки. Мы показали только один пример подобной неисправности. На практике их, конечно, бывает больше. Однако самодиагностика этих систем достаточно хорошо развита, и, как правило, ошибка по одному из датчиков означает именно необходимость замены датчика. То есть, как мы уже говорили, либо заслонки в сборе, либо педали газа в сборе. Но, учитывая высокую стоимость этих узлов, все-таки настоятельно рекомендуется более расширенная диагностика, которая точно подтвердит проблему именно в самом узле, а не в проводке к ней. На этом мы на сегодня заканчиваем, а наш Outlander уезжает, как обычно, исправный, с довольным водителем за рулем. До новых встреч!